Всем привет! Сегодня у нас расклад, какие резкие перемены тебя ждут в ближайшее время. И давайте я вас не буду звать в проживание арканов, а начнем-ка мы с вами сразу расклад. Итак, единички. Первая карта – это сигнификация. Первые две карты. Что происходит сейчас? Все карты читаем парно, и у тебя сейчас ты новичок в каком-то деле, которое недавно ты начала. Ты решила заняться своим делом, да, продаешь что-то через интернет, хотя бы, так сказать, хочешь продавать. Может, там, косметику, свечи и так далее. И ты в этом деле совсем сейчас зеленая. Но ты очень стараешься все делать правильно. Изучаешь, да, как лучше, как что работает, смотришь видео обучающие, читаешь там, чего как продавать. Да, все правильно сказал. Продавать, не покупать. И при этом ты очень практична. Ты не просто там о больших деньгах мечтаешь, да, а ты реально считаешь каждую копейку. Ведешь учет расходов, доходов, планируешь бюджет там на рекламу, высчитываешь и так далее. У тебя сейчас дома целый склад товара. Ты организовала рабочее место, все разложила по полочкам, все как надо. И подходишь к этому делу ты очень серьезно, хочешь вот создать стабильный источник дохода для всей своей семьи. Не играешься, а реально делаешь, да, реально работать хочешь. Рано встаешь, проверяешь там что-то, клиентам отвечаешь, упаковываешь, и твой муж уже ворчать начал. Что ты больше времени, как говорится, вот этому делу отдала, чем ему. Но ты чувствуешь, что пока ты по течению плывешь. Делаешь то, что все делают уже. Те же самые фотографии, те же самые посты, те же самые акции и так далее. То есть ты копируешь чужие идеи, потому что своих пока нет. И боишься что-то менять там, боишься экспериментировать. Думаешь, что сначала нужно освоить базу, да, а потом уже творить. И еще ты знаешь, ты постоянно сомневаешься, правильно ли ты товар выбрала, правильно ли цены делаешь, правильно ли там рекламу делаешь. Каждый день читаешь в интернетах бусурманских, да, всякие советы, спрашиваешь у подруг мнение. Хочется все идеально сделать, но пока не очень понятно, что именно делать идеально, да? Какая резкая перемена на подходе? Ну, знаешь, тут будет жесть. Ты застрянешь в своем бизнесе. Все, знаешь, вот встанет как вкопанное. Заказы перестанут идти, клиенты исчезнут, деньги кончатся. Ты будешь сидеть и думать, а что я не так делаю, да? Почему у других получается, а у меня не получается? И не будешь понимать, в чем дело. Но знаешь что, вот этот застой, он приведет тебя к важному открытию. Ты поймешь, что нужно полагаться не на какие-то там чужие советы, да, а на свою интуицию. Ты узнаешь, что очень важно в своем бизнесе, как сказать, вот, тайну ты узнаешь, которую раньше не замечала. И это будет не книжка, не курс, нет, это будет твое собственное понимание. Ты найдешь вот за что зацепиться. И раскроешь секрет, который скрывала одна из твоих конкуренток еще. Та женщина, которая всегда вот хвастается там своими продажами, да, она окажется не такой успешной, как показывает это всем. Ты знаешь, ты поймешь, что она тоже блефует, что у нее тоже встало все.
И это тебе даст уверенности в себе, потому что ты ориентируешься на пустобрехов. То есть ты смотришь красивую картинку, смотришь красивую вот эту якобы жизнь, а это все будет блеф. И ты вот это увидишь. Ты перестанешь бегать за каждым новым каким-то трендом, да, и начнешь слушать себя. Поймешь, что у тебя есть свое видение, свой подход к делу. И что не нужно быть как все, да, можно быть собой и при этом успешно быть. И знаешь, вот это будет твой переломный момент. Сейчас ты меня слушаешь и не понимаешь. Ты все равно будешь делать завтра, как и все, да. А еще ты откроешь себе способности, о которых ты не подозревал. Ты поймешь, что ты можешь чувствовать, что нужно людям, что у тебя есть интуиция насчет товаров, насчет цен, насчет рекламы и так далее. И больше своим чувствам будешь доверять, чем, словам пустобрехов. Почему это с тобой случится? Ну, потому что ты слишком много дел сразу взяла. Ты же не только бизнесом занимаешься, еще и ты бытовуху ведешь, да, дом ведешь, с детьми сидишь, мужа не забываешь, подругам помогаешь. Белка в колесе ты. Белка в колесе, которая крутится, чтобы все успеть. В итоге ни на чем толком не можешь сосредоточиться. Каждый день ты носишься с утра до ночи. То там клиентам отвечаешь, то борщ варишь, да, грубо говоря, то ребенка в школу собираешь, то там с поставщиком разговариваешь. А потом еще и домашние дела, да, стирка, уборка, готовка и так далее. Ты просто физически не успеваешь все качественно делать. Еще ты взвалил на себя кучу чужих проблем. Маме помогаешь, подруге помогаешь, соседке там помогаешь, мужу помогаешь. Все знают, что на тебя можно рассчитывать, да, и постоянно просят помощи. А ты отказывать не умеешь. Ты думаешь, что так и должно быть. Плюс постоянно пытаешься работать, по всем направлениям сразу. И там продаешь, да, грубо говоря, и свечи хочешь продавать, и косметику, и одежду, и товары для дома, и так далее, и тому подобное. Думаешь, что там чем больше ассортимент, тем больше клиентов будет. Но на самом деле ты просто распыляешься и не можешь стать экспертом ни в чем. И вот эта вся суета, она доведет тебя до точки, когда вот ты поймешь, что так больше нельзя, что нужно выбрать что-то одно и делать это хорошо. Что лучше меньше, да лучше, да? И тогда ты остановишься, начнешь думать, что для тебя действительно вообще важно. Как тебе к этому готовиться? Силу сказать «нет» нужно в себе найти всем, кто тебя отвлекает от твоего дела. Я знаю, что будет трудно маме отказать, подруге отказать, соседке отказать, но ты должна понять, твой бизнес, он важнее, чем чужие мелкие просьбы. Если ты успеха хочешь добиться, придется быть жестче, понимаешь? Учись контролировать свои эмоции. Когда там клиент хамит, да, когда поставщик подводит еще что-то, конкурент тебя подставить пытаясь, не давай эмоциям взять верх. Просто вот дыши глубоко. Считай до 10, а потом только решение принимай. Потому что злость и обида, они тебе мешают думать. Понимаешь? И жонглировать делами научись. Не хватайся за все сразу, да, а делай по очереди. Утром час на бизнес, потом час там полы помыть, потом опять на бизнес. Составь себе расписание и ему следуй. Вот как в школе делали, помнишь, там распорядок дня. Вот именно так же тебе нужно. Не позволяй одному делу съедать время другого. Перестань пытаться всем угодить. У тебя вот есть товар свой, да, твоя цена, есть твои условия. Если клиенту не нравится, пусть идет к другим. Цены не снижай, не делай скидки направо и налево. И себе в убыток не работай. Свой труд нужно уважать и требовать уважения к нему от других. Понимаешь? А еще к тому готовься, что придется выбирать между семьей и бизнесом, между там разными товарами, да, между разными клиентами. Нельзя все сразу иметь. Научись расставлять приоритеты.
И не жалеть о том, от чего там отказаться придется, понимаешь? И вот у тебя есть вся вот твоя сила, да, внутренняя, она тебе поможет все преодолеть. Потому что ты сильнее, чем ты думаешь. Просто ты сейчас, знаешь, распыляешься. Вот тебе нужна одна песчинка, да, ну, грубо говоря, а ты взяла целую горсть песка. Понимаешь? Распыляешься. И главное, в себя поверить и не сдаваться при проблемах. И все у тебя будет хорошо. Ты подписывайся на канал, а мы перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что происходит у тебя сейчас? Ну, знаешь, ты сейчас как вот паровоз, как танк едешь к своей цели, как паровоз по рельсам прям. Записалась на курсы повышения квалификации. Каждый вечер после работы туда идешь, да, учишься, как сказать, учишься постоянно. Домой усталая приходишь, но продолжаешь и дома учиться. И муж ворчит, что ты больше там с книжками время проводишь, чем с семьей. И знаешь что, ты реально ждешь результата уже несколько месяцев. Думала, что как только начнешь учиться, там сразу на работе заметят, что ты развиваешься, а пока тишина. Начальник не хвалит, тебя не повышает, зарплату не повышает, новые проекты не дает. И ты уже начинаешь сомневаться, а стоило ли вообще вот эту учебу начинать, да? И каждый день встаешь в 6 утра, чтобы успеть повторить какой-нибудь там материал, книжку почитать перед работой. На обеде тоже. Не с коллегами, а там с конспектами с какими-то. Вечером бежишь на занятия, потом еще дома, как говорится, домашку делаешь. В выходные тоже не отдыхаешь, готовишься к экзаменам, пишешь всякие конспекты. Твоя жизнь, она, знаешь, она превратилась в одну большую учебу. Ты четко знаешь, чего хочешь, да? Вот это там сертификат, диплом получить, стать специалистом. И идешь к этому, несмотря ни на что. Даже когда подруги в кино зовут, ты отказываешься, потому что некогда, да, учиться надо. И вот эта твоя целеустремленность, она скоро принесет плоды. Но не те, которые ты ждешь. Результат совершенно будет другим, чем ты вот думаешь, да? Ты получишь не повышение на работе, а гораздо более важное и неожиданное. Ну, какая перемена же на пороге. На твоих курсах мужик появится. Это или преподаватель новый, да, который заменит того, что раньше занятия вел. Или вот не коллега, а как называется, который студент одинаковый. Вот как этот человек-то называется, который тоже ученик. Ну ученик новый, да. И вот этот мужик, он будет старше тебя. Серьезный, с большим опытом. Он, знаешь, он сразу наведет порядок. Заставит всех вот этот учитель учиться по-настоящему. И знаешь, между вами что-то проскочит. Не сразу, а то ты сразу сейчас побежишь опять на учебу. Нет, знаешь, ты вот... Он сначала как будто вот просто хорошо относиться к тебе будет, да, там видеть, что стараешься, будет давать тебе там задания какие-то личные, объяснять сложные моменты, а потом начнет приглашать на кофе, чтобы вот обсудить учебу якобы. И вы начнете встречаться не только вот на вот этих курсах. Он тебе как там про свою работу будет рассказывать, про планы на будущее, а ты поймешь, что он не просто преподаватель, да, а профессионал настоящий, который может научить тебя всему. И не только в работе, но и в жизни. И вот эти ваши отношения, они очень быстро будут развиваться. Потому что через пару месяцев вы уже вместе будете все свободное время проводить.
По музеям будете ходить, да, по всяким театрам, в кафешки. И он тебе покажет совсем другой мир. Культурный, интеллигентный, где вот люди серьезно относятся к образованию. И вот тут и произойдет вот эта резкая перемена. Ты поймешь, что твоя старая жизнь, она больше тебе не подходит. Что ты переросла и свою работу, и свое окружение, даже мужа своего. Что тебе нужно кардинально все менять. И вот этот мужчина, он, знаешь, он станет катализатором вот этих изменений. Извиняюсь. Почему это с тобой случится? Ну, потому что ты готова к новым чувствам. Что тут еще трактовать? Ты устала от бытовухи, от рутины, от одного и того же каждый день. Тебе хочется чего? Романтики, новых эмоций, новых поцелуев, свежих впечатлений. И когда вот появится вот этот мужчина, да, твое сердце, оно сразу откроется для него. Но тут один момент есть. Ты очень расчетливая женщина. Ты не из тех, кто вот в омут с головой, да, бросается. Анализировать будешь, расклады будешь смотреть на, как он ко мне относится. И смотреть там, к чему они могут привести. И так далее. И у него жена, и у тебя муж. И как это все сочетать, да, что люди скажут, что с работы и так далее. И твоя голова, она работать на полную катушку будет. Ты все вот эти вот будешь за, против взвешивать, планы составлять, просчитывать варианты, развития событий. И, конечно же, сердце своего будет требовать. Вот эта борьба между разумом и чувствами и приведет к резким переменам. Ты знаешь, ты просто поймешь, что по старой схеме не сможешь жить. Что твоя жизнь, она слишком предсказуемая, слишком скучная, безэмоциональная. Будешь говорить: я заслуживаю большего. И вот этот мужчина, он покажет вот это большее. И что оно вообще существует. Ну и, конечно, ты еще поймешь, что сильнее, умнее станешь. Что вот те знания, которые ты получила на курсах, они изменят вот не только твои вот эти профессиональные навыки, да, но и взгляд вообще на жизнь, на мир. Ты не будешь больше той женщины, которая там на меньшее согласится, да, чем заслуживает. И вот это понимание, оно заставит тебя действовать. Как к нему готовиться? Сложно будет тебе. Ты, знаешь, в ловушку попадешь собственных страхов и собственных сомнений. Будешь думать: а правильно ли я поступаю, а что, если это ошибка, а потом я вдруг пожалею. И вот это в голове, как заезженная пластинка, будет ездить. Ты почувствуешь себя связанной по рукам и ногам. С одной стороны, у тебя там семья, работа, жизнь привычна, а с другой новые отношения, да, новые возможности, новая жизнь. И ты прям не будешь знать, как выбраться из этой всей ситуации. Между двумя мирами будешь, как говорится, бегать, не принадлежа ни одному из этих миров. Знаешь, готовься к тому, что придется принимать очень трудные решения. И мне даже не нужно трактовать, почему. Это расставание с мужем, возможно, поменять работу, рвать отношения с некоторыми друзьями, которые тебя просто не поймут. И это будет болезненно, но необходимо. Я не осуждаю ни в коем случае, потому что это твоя жизнь, ты живешь так, как считаешь нужным, я просто карты трактую. Знаешь, одно вот я тебе скажу от себя: не пытайся всех устроить и со всеми там договориться. Просто это невозможно. Понимаешь? Кто-то всегда будет недоволен твоими решениями. Какое бы решение ты ни приняла, недовольные будут. Поэтому готовься к осуждениям, к упрекам, к попыткам тебя переубедить, и твоя собственная совесть тебя тоже грызть будет. Поэтому готовься отстаивать себя даже перед собой. И, конечно же, самое главное, не позволяй парализовать тебя страхом твоим. Перемены страшные, я с тобой соглашусь. Неизвестность тоже пугает. Но знаешь, страшнее это для тебя будет в старой жизни остаться.
которая тебя больше не устраивает. Поэтому лучше рискнуть и проиграть, да, чем не рискнуть вообще. Я не буду тебе говорить, чего я тебе советую, да. Я тебе прочитал карты, что карты показали. Ну, а там решай уже сама. Вся жизнь — твоя ответственность. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки. Ну, у вас тут все понятно, да? Можно не трактовать. Всем пока. Шучу. Ну, что сейчас происходит, да, для сигнификации? Ну, ты сейчас, вот знаешь, ты такой, как ребенок, который впервые что-то интересное увидел. Ты начала изучать новую сферу сейчас. Психология, эзотерика, что-то такое. И у тебя сейчас вот прямо глазки горят от всего вот этого. Книжки покупаешь, видео смотришь, ходишь на мастер-классы, возможно, какие-то. Каждый день узнаешь что-то новое и вот радуешься, как маленький ребеночек. И ты стала, знаешь, вот очень любопытной. Начала кучу вопросов задавать, в деталях копаться, разбираться во всем досконально. Самопознание, как говорится, прет изо всех щелей. Раньше ты вот принимала все как есть, да? А теперь ты хочешь понять, как все устроено. Почему люди так себя ведут, да? Как работает там реклама, например, откуда берутся там знания и так далее. То есть у тебя прям знаний, как сказать, много-много хочется. Вступила в группы по интересам, начала общаться с людьми из этой сферы. Чувствуешь себя новичком, но очень старательная. Все там, извиняюсь, горло болит. Все задания выполняешь, участвуешь в обсуждениях, прям вот вопросы от тебя сыпятся. И близкие, наверное, уже начали подшучивать над тобой, да? Говорят, что ты как школьница юная, которая влюбилась в новый предмет. И ты, правда, с утра до вечера только об этом и говоришь. Показываешь всем, вот что нового ты узнала. Рассказываешь про открытия свои. Но знаешь что, ты пока еще только на поверхности плаваешь. Теорию изучаешь, но опыта настоящего нет. Ты еще не знаешь, как вот все работает в реальной жизни. И вот скоро у тебя этот шанс, вот, как сказать, проверить появится, понимаешь, шанс. Причем вот не просто проверить, да, а вот попробовать. Прям вот окунешься с головой в настоящую работу. Какая перемена на подходе? Ну, мужик с предложением вместе работать. И это будет не твой одногруппник по вот этим курсам, да, а профессионал настоящий в этом деле. Он увидит, чего ты делаешь, да, твои там посты, возможно, в интернетах ваших бусурманских, твое рвение к учебе почувствует и подумает, что именно такой человек мне и нужен для моего проекта. Он будет, знаешь, очень романтично настроенный, творческий типок. Он, знаешь, он из тех, кто верит в красоту, в искусство, в то, что работа должна приносить там не только деньги, да, но и удовольствие. И тебе вот это как раз и понравится. Потому что ты уже, устала от вот этой скучной серой рутины, от людей, которые думают только про деньги. И вот этот вот мужик, он, знаешь, он предложит тебе вместе работать, или частью его команды стать. Потому что у него есть проект уже, который требует именно вот твоих навыков, которые ты сейчас изучаешь. И хотя ты еще новичок, да, он готов тебя вот взять и на ходу обучать будет.
Ему, как сказать, вот свежий взгляд нужен, новые идеи, энтузиазм нужен. И вы начнете вместе работать над чем-то вот красивым и интересным. И это не будет какая-то там офисная работа, да, с отчетами, со всякими. Это будет творчество, где вот каждый день приносит что-то новое. И самое хорошее для тебя — это деньги будут нормально идти. Намного больше, чем ты вот получаешь сейчас. И вот ты даже не ожидаешь, что вот за то, что тебе нравится, можно так много получать. Понимаешь? Почему с тобой это случится? Ну, потому что твоя текущая жизнь, она рухнет скоро. То, что казалось тебе надежным, стабильным, это все развалится, как домик карточный. Или с работы уволят, или компания обанкротится, где ты сейчас, да, что-то такое вот произойдет, что заставит тебя искать новые пути. И вот этот момент ты не будешь вот сидеть, плакать и нудеть. Наоборот, ты сразу начнешь действовать. Быстро, решительно, без оглядки на то, что другие скажут. И ты поймешь, что твой шанс наконец-то вот заниматься тем, что тебе действительно нравится, он пришел. И ты, конечно же, его не упустишь. Привычная жизнь, ну, она, знаешь, она рассыпется. Вот. Потому что ты готова уже к переменам. Ты изжила вот тот период жизни уже, понимаешь? У тебя новые знания уже есть, новые контакты есть, новое понимание того, что ты хочешь, тоже есть. И это не случайность, это закономерность. Ты сама притянула вот эти изменения своим желанием развиваться. Понимаешь? И потом просто поймешь ты, что вот старая работа, да, которая у тебя сейчас, она тебя просто тормозила. Что ты свой талант тратишь на ерунду. И поэтому, как сказать, не могла раскрыться полностью. Как к этому подготовиться? Ну, знаешь, просто готовься, что тебе придется навсегда закрыть одну главу в своей жизни. Это будет не какой-то там временный перерыв, да, не отпуск, нет. Это будет окончательное прощание вот с тем, кем ты была раньше. Там с твоей старой работой попрощаешься, с привычками старыми там окружением. Некоторые люди из твоей жизни, они навсегда исчезнут. И знаешь еще, тебе придется хитрый очень быть. Не всегда о своих планах нужно рассказывать. Не всех посвящать в детали. Потому что, знаешь, некоторые люди, они будут пытаться тебя отговорить, там, напугать даже, возможно. То есть заставить тебя остаться в старой колее. А ты должна будешь делать, вот, как сказать, свое дело тихо и не привлекая лишнего внимания. То есть учись скрывать свои вот истинные намерения от тех, кто может тебе помешать. Начальство на старой работе, оно не должно знать, что ты ищешь. Там какие-то новые варианты. Родственники тоже не должны знать о твоих планах вот прям в деталях. Некоторые подруги тоже могут не на твоей стороне оказаться. Поэтому готовься, знаешь, действовать быстро, когда время придет, да? Потому что у тебя не будет там месяцев на раздумье и взвешивание. Не будет. Нужно будет решение сходу принимать. Нужно будет рисковать, в неизвестность идти, понимаешь? Поэтому уже можешь тренироваться быть решительным. И, конечно, знаешь, когда вот это все случится, не пытайся всех спасти. Вот когда твоя старая жизнь начнет рушиться, у тебя, знаешь, будет соблазн остаться и помочь там коллегам, начальству, там сохранить какие-то отношения. Этого не делай. Спасай только себя. Остальные, они сами разберутся. Они все взрослые люди. Понимаешь? Готовься к тому, что некоторые люди на тебя обидятся, что ты их якобы предала. Но это их проблемы, не твои. Ты имеешь право на счастье, ты имеешь право на успех. И если ради этого нужно кого-то расстроить, ну, такая жизнь уж. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.